Пятилетняя дочь очень похожа на зрительно-анальное сочетание основное. Хочется как-то активизировать. Не, про дочерей вы же знаете, я же не про детей. Я не про детей. У меня про детей очень простая позиция, друзья мои. Вы ничего не можете детям сделать больше, чем быть счастливым сами. Все, вот это максимум, что вы можете сделать для детей. Станьте счастливыми сами. Не надо из своего покалеченного состояния, когда вы сами не реализованы, ваши вектора не развиты достаточно, там, вы не зарабатываете достаточно денег или вы не умеете справляться со своими эмоциями. Ну, то есть, вы представляете, как бы вот если такую картинку нарисовать, да, что имел в виду Бог? Вот, шестивекторный человек, что имел в виду Бог? Мышечный вектор, то есть контакт с пространством. Человек расслаблен, он стоит на земле, да, он чувствует, что он чувствует, что он часть окружающего мира. Прямо это глубинное ощущение. Реализованный анальный вектор, никаких претензий к жизни. Радость, улыбка на лице, открытость как бы к тому, чтобы расти. Есть дело жизни, есть крепкая семья, настоящие родственные отношения, реализованный кожный вектор. Вы финансово свободны. Вы умеете зарабатывать деньги, вы умеете извлекать полезности из всего, что с вами происходит. Реализованный оральный вектор, то есть вы умеете расслабиться, поговорить, хихи-ха-ха, но если надо, умеете серьезно речь толкнуть. Реализованный зрительный вектор, то есть вам нравится ваше самовыражение, вы умеете себя подать, ваш образ вам нравится, вам самим. Вы способны на эмоции, ну там в зависимости от пола, мужчина, женщина, там нужной глубины. Умеете ими управлять, когда надо, умеете их выпустить, когда надо и как надо. Реализованный звуковой вектор, то есть вы заняты каким-то хорошим на самом деле делом, то есть хорошим для вас, хорошим для общества. Вы не занимаетесь какой-нибудь грязью, троллингом, там, какими-нибудь темными делишками втихаря. Вы открытый жизни человек, как бы, который помогает этому миру через себя стать лучше. Являетесь примером для окружающих. Ну, то есть кайфуете от себя, кайфуете от жизни. Вот что имелось в виду. Вот что имелось в виду. Ну, а теперь приходит вот такой человек, кожа не реализована, денег все время не хватает, анальность грязноватая, претензии к маме, и к папе, и к жизни. С женой все время ругаемся, кроме своего как бы поверхности тела своей особо пространства не чувствуем. Ну там, когда напьемся, можем поговорить по-оральному, но так вообще все время в мыслях своих. Идеи нету, ради чего живем, непонятно, понимаете? Ну, зрительный вектор там тоже. Максимум самолюбования и крутые фотки. Ну, нет ничего плохого в самолюбовании и крутых фотках. Но когда только это, то это отклонение. И вот это, ну это я так образно показываю, да? Оно говорит, я хочу помочь своему ребенку. Ты себе помоги, ё-моё. Как можно из этого состояния помочь ребенку? И кому нужна помощь? Ну, кому нужна помощь? Поэтому, друзья мои, становитесь счастливыми сами. Это ваша главная задача. Потому что если вы будете, вот как я описал там в начале, да, огонь огненный, да не захочет ваш ребенок быть анально-зрительным в своем шестивекторном наборе. Понимаете, он захочет, как вы. И вы никак его не отговорите от этого. Вот ему будут учителя говорить, надо там вот это, надо вот это. Какие-нибудь ему, там, не знаю, плохие мальчики и девочки в школе будут предлагать плохие вещи, там, не знаю, напиться алкоголя или наркотики будут совать. Или еще что-то. Ему будут разные соблазны. А он не пойдет на это, понимаете? Потому что он будет хотеть как папа или как мама. Потому что мама с папой кайфуют. И им не надо вот это вот все. Им не надо вот это все, понимаете? Вот вы ничего не можете сделать круче, чем сами быть реализованным. Ну ничего вообще.
Так занимайтесь этим. А с детьми просто делайте то, что можете по максимуму. Возьмите себе мета-сообщение к каждому ребенку. Ну, в смысле, к каждому. К своему. К своему. Ну, если у вас их несколько, то к каждому. Что бы я ни делал, я всегда за тебя. И что бы я ни делал, я всегда постараюсь сделать тебя сильнее. Вот две вещи. Все. На остальное забейте. На остальное забейте. Дайте ощущение семьи, что вы за него. И дайте ощущение, что вы хотите не отнять, не отыграть своего вот это вот за счет своего ребенка. И свои комплексы, и свою несостоятельность впихнуть в него. Забейте на это. Дайте ему ощущение семьи и дайте ему ощущение, что он на вас может опереться и что вы помогаете ему стать сильнее, а не слабее. Все, больше можете ничего не делать. И не задавайте мне вопросы про детей. Это, реально, это с моей точки зрения, мне нечего сюда добавить. Я иду в тему детей не потому, что, знаете, я ее боюсь. Потому что это все ерунда. Вот реально, я читаю статьи про детей, которые там я вижу в ленте, ВКонтакте и в Фейсбуке. Там все слова правильные, а в целом ерунда. Понимаете, ерунда. Покореженный родитель ничего хорошего своему ребенку. Вот что бы он ни делал, это всегда будет компенсация его внутренних вот этих вот несостоятельностей. Поэтому занимайтесь собой, а с ребенком делайте вот эти две вещи. И поверьте мне, все будет намного лучше, чем если вы будете максимум внимания давать своему ребенку. Вы не свою жизнь не проживете, и он еще все ваши комплексы через эти ваши занятия больше в себя впустит. Вот что произойдет.